Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как быстро вылечить насморк в домашних условиях? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. С проявлением насморка регулярно сталкивается каждый человек. Возникает он по многим причинам – неинфекционным или инфекционным. В первом случае избавиться от него непросто и без обращения к врачу не обойтись. Если причиной неприятных симптомов стала легкая вирусная инфекция, вполне возможно лечение насморка народными средствами, быстро и в домашних условиях. Существует масса народных рецептов для лечения насморка. Основная задача, которую решают эти домашние средства – очищение полости носа от слизистого отделяемого и снятие воспаления. К самым эффективным народным рецептам в первую очередь относится промывание водным раствором соли. Этот старый метод настолько эффективен, что давно взят на вооружение официальной медициной. Для приготовления раствора используется чистая бутилированная вода. 200 мл нагревается до 70-80 градусов Цельсия, после чего в воде растворяется поваренная соль в количестве 5-7 граммов. Это 1 чайная ложка без горки. Пищевая сода в таком же объеме и 5 капель йода. Раствор остужается до температуры тела и используется для промывания носовых пазух. Вместо поваренной можно использовать морскую соль 2 столовые ложки. В этом случае соду и йод не добавляют. Прогревание носа. Еще один старинный способ лечения насморка в начальной стадии респираторного заболевания. Для прогревания используются небольшие мешочки с крупной солью, которые накладываются на область носовых пазух с 2 сторон. Можно заменить мешочки теплыми вареными яйцами. Этот способ эффективен и допустим, если нет высокой температуры, а отделяемое носа жидкое и прозрачное. Если оно имеет другой вид, процедура не проводится. Прогревание стоп. Это делается с помощью горчичников в начале заболевания при отсутствии повышенной температуры. Горчичники накладываются на стопы и икры. Ноги обматываются сухой тканью, сверху надеваются носки. Лучше выполнять процедуру вечером перед сном. Подержать горчичники нужно не меньше часа, а лучше оставить на ночь. Каждый из этих средств имеет научное обоснование. Солевой раствор, который в медицине называют гипертоническим, очищает пазухи, снимает воспаление. Прогревание носа активирует лимфа и кровоток. Локально повышает температуру тканей, подавляя размножение вирусных частиц. Горчичники на стопах оказывают раздражающее и отвлекающее действие, способствуют активации фагоцитов. Лечение с помощью домашних капель. Применять домашние капли нужно с осторожностью, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Изготовить их можно по таким рецептам. Сок каланхоя разбавляется бутилированной водой в пропорции 1 к 1, переливается в стеклянную емкость с крышкой и закапывается по 3 капли в каждую ноздрю трижды в день. Вместо чистой воды можно разбавить сок солевым раствором. Сок алоэ разводится аналогично соку каланхоя и применяется по той же схеме. 1 чайную ложку меда растворить в 5 чайных ложках бутилированной воды. Закапывать по 3 капли в каждую ноздрю трижды в день. Перечисленные средства достаточно безопасны, если нет аллергической реакции на компоненты. Для лечения насморка народная медицина часто рекомендует использовать капли на основе сока лука, чеснока, лимона или свеклы. Однако это очень агрессивные вещества, способные вызвать ожоги слизистой носа даже при разведении водой. Поэтому применять такие радикальные средства не рекомендуется. Лечение насморка с применением ингаляций. Ингаляция обладает очень высокой эффективностью против насморка. Лучше всего проводить процедуры с помощью небулайзера, специального прибора. При его отсутствии можно воспользоваться обычным заварочным чайником, вставив в его носик воронку из картона. Перечислю некоторые действенные народные средства для ингаляции. В пол-литре кипящей воды растворить столовую ложку соды, остудить раствор до 40 градусов Цельсия. В 300 мл нагретой до 40 градусов Цельсия воды капнуть 3-5 капель масла пихты, шалфея или мяты. Или в 300 мл кипящей воды положить 1 столовую ложку сухой аптечной ромашки и столько же шалфея. Остудите раствор под крышкой до 40 градусов Цельсия.
Или в пол-литра кипящей воды положить 1 столовую ложку сосновых почек, подержать на водяной бане 10-15 минут и остудить под крышкой до 40 градусов Цельсия. Ингаляции при насморке могут быть не только влажными, но и сухими. Например, на дно пустого чайника кладут мелко нарубленную луковицу или 10 измельченных зубков чеснока. Вдыхать эти средства нужно как можно дольше, периодически высмаркиваясь, чтобы фитонциды попадали на чистую слизистую. Другой вариант сухой ингаляции при насморке – положить на дно чайника горячую картофелину, отваренную в мундире, и капнуть на нее несколько капель пихтового или ментолового масла. Как вылечить насморк всего за 1 день? Избавиться от инфекционного насморка за 1 день можно только в самом начале заболевания, когда наблюдаются самые первые признаки – зуд и жжение в носу и першение в горле. Если получилось ухватить этот момент, нужно следовать пошаговой инструкции. Тщательно промыть нос солевым раствором с содой и йодом. Прополоскать горло тем же раствором. Намылить палец простым хозяйственным мылом, вычистить им ноздри и промыть их теплой водой. Окунуть ватные тампоны в сок алоэ или каланхоя и вставить их в ноздри. Приготовить любой раствор для ингаляции. Вынуть тампоны, провести ингаляцию. Если из носа сильно течет, высморкаться. А при необходимости еще раз промыть нос. Закапать в каждую ноздрю по 3 капли разведенного сока алоэ или каланхоя. Налить в тазик горячей воды. По возможности всыпать в нее 1 столовую ложку сухой горчицы, укутаться и пропарить ноги. После пропаривания сильно растереть стопы и икры ног. Выпить стакан горячего чая с лимоном, корнем имбиря и медом. Или с малиной. Наложить на стопы горчичники, надеть шерстяные носки и лечь в постель. По возможности смазать ноздри и крылья носа маслом чайного дерева. Если к лечению приступить с утра, то в течение дня еще по 2 раза нужно промыть нос, сделать ингаляцию и закапать капли. Одновременно необходимо пить как можно больше горячего чая и вообще жидкости. Средства для ингаляции желательно чередовать. Лечение у детей и грудничков. Лечение насморка у детей лучше проводить под контролем врача. Анатомия лор органов у них такова, что даже безобидный простудный насморк может легко осложниться отитом или перейти в хроническую форму. Из перечисленных средств народной медицины для детей до 7 лет подходят промывание гипертоническим раствором, ингаляции и капли из разведенного сока алоэ. Закапывать их можно по 1 капле в каждую ноздрю 3 раза в день. Промывание делать очень осторожно, с помощью приборов типа Dolphin или Аквалор. Если нет высокой температуры, можно также пропарить ребенку ножки. Для детей грудного возраста годится только солевой раствор или отвар ромашки. Однако ими нужно не промывать нос ребенку, а закапывать по 3 капли в каждую ноздрю. Если наблюдается обильное отделяемое, его необходимо предварительно удалять назальным аспиратором. Эффективные средства при беременности. К лечению насморка у беременных женщин нужно подходить с тех же позиций, что и при лечении детей. Рисковать в данном случае опасно. Можно не только перевести патологический процесс в хроническую форму, но и получить серьезное осложнение течения беременности. Поэтому со всеми проявлениями респираторной инфекции женщина обязана обратиться к врачу и получить адекватную терапию. Народная медицина может использовать лишь в качестве вспомогательного средства. Например, беременность не является противопоказанием для промывания носа или сухих ингаляций. Можно смазывать носовые ходы маслом чайного дерева, закапывать разведенный сок алоэ, если нет аллергии. А вот паровые процедуры и накладывание горчичников при беременности не рекомендованы. Быстро лечим аллергический ринит. Аллергический ринит – это неинфекционное заболевание. Насморк в данном случае является реакцией иммунной системы на воздействие определенного аллергена. Народные средства в такой ситуации в лучшем случае бессильны, а в худшем опасны, поскольку могут усугубить симптомы, вызвать тяжелый отек слизистой оболочки и привести к фатальным последствиям. Если насморк имеет аллергическую природу, лечение должно состоять из приема антигистаминных препаратов и блокирования аллергена. Такая терапия проводится только под медицинским контролем. Массаж для лечения насморка в домашних условиях. При легком насморке и небольшой заложенности носа, которые вызваны простудой или аллергией,
Можно облегчить состояние больного с помощью точечного массажа. Активные точки массируются пальцами, круговыми движениями по 10 вращений. Давление должно быть умеренным. Расположение массажных точек следующее. У основания крыльев носа с обеих сторон. На 1 см выше основания крыльев носа с обеих сторон. На переносице между бровями. У внешних уголков глаз с обеих сторон. У козелка уха с обеих сторон. Парные точки массируются одновременно. Таким образом, полная процедура занимает около минуты. Через 10-15 минут ее следует повторить. Массаж противопоказан, если на коже в области массажных точек имеются воспаления или прыщи, а также при высокой температуре и сильном недомогании. Важно помнить, что насморк, вызванный травмами, искривлением носовой перегородки, синуситом, гайморитом, аденоитом, полипами в носу нельзя лечить народными средствами и массажем. Также не стоит полагаться на домашние средства, если вирусная инфекция перешла в бактериальную форму. Во всех подобных случаях нужно обратиться к врачу. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.